Доброго здоровья, друзья! Сегодня мы продолжим с вами обсуждать тему инопланетного вторжения на Землю темной коалиции. В прошлом видео мы говорили про расу Драка и рептилоидов. Сегодня поговорим про расу серых пришельцев. Речь будет только про расу серых из созвездия Сетки. Благодаря активной гибридизации существуют различные расы, которые внешне могут напоминать серых. В глубинах космоса, за пределами созвездия Сетки, вращается умирающая звезда, вокруг которой обращается мрачный мир, родина самой зловещей расы, когда-либо посещавшей Землю. Серые пришельцы, которых мы знаем по тысячам свидетельств о похищениях, не являются природной формой жизни в привычном нам понимании. Это биологические роботы, созданные древней рептилоидной цивилизацией Драка как идеальные инструменты межгалактического порабощения. Они ростом не более 1,5 метров, с серой, лишенной пигментации кожей, глаза огромные, абсолютно черные, лишенные век и белков, способные видеть в инфракрасном спектре. Их запах – смесь аммиака и озона, вызывает тошноту у неподготовленных людей. Но самое страшное – полное отсутствие эмоций. Они не знают страха, жалости или сомнений, лишь холодный расчетливый разум, работающий в едином коллективном поле сознания. Сознание серых пришельцев – это не просто способ общения, это фундаментальная основа их существования, превратившая их в идеальных, но бездушных исполнителей воли расы Драка. В отличие от человеческого индивидуализма, их разум функционирует как единая нейросеть, где каждая особь всего лишь узел в гигантской системе. Серые подключены к тому, что люди могли бы назвать галактическим интернетом, энергоинформационному полю, контролируемому империей Драка. У серых нет личности, нет имен, воспоминаний или личных желаний. Каждый из них – клон, рожденный с уже загруженными программами. У них есть групповые рои. Они делятся на кластеры по 12-24 особи, синхронизированных для конкретных задач – похищения, эксперименты, наблюдения. В их иерархии есть королевские особи. Это серые с усиленными нейронными связями, играющие роль серверов для остальных. У них телепатия происходит в реальном времени. Они обмениваются данными мгновенно, без задержек. Если один серый видит угрозу, ее тут же знают все. Они все связаны общей памятью. В их сети хранятся все знания расы. Смерть одного ничего не значит. Его опыт сохраняется в системе. У них отсутствуют эмоции. Коллективный разум фильтрует помехи. Страх, сомнение, жалость. Остается только логика, только цель. Когда серый похищает человека, он не принимает решения сам. Его действие – это вычисление миллионов других серых, анализирующих генетическую ценность жертвы, риски обнаружения, оптимальный метод воздействия. Изначально серые были автономны, но после гибели их цивилизации Драка перепрограммировали их сеть, превратив их в биороботов. Королевские Драка могут напрямую загружать в их разум новые миссии. Иногда при контакте с сильными эмоциями людей – страх, ярость, любовь – у серых случаются глюки, сбои. На секунды они становятся уязвимы.
почему это опасно для людей. С ними невозможно договориться. У серых нет совести или жалости. Они выполняют программу. Они сверхэффективны. Учатся на ошибках всех своих особей сразу. Если один нашел слабое место в защите, все мгновенно это узнают. Они осуществляют контроль над гибридами. Люди с имплантами серых постепенно втягиваются в их сеть, теряя волю. Единственные известные способы нарушить их систему – сильные эмоциональные импульсы. Паника жертвы иногда вызывает у них зависание. Электромагнитные импульсы на несколько минут дезорганизуют группу. Родной мир серых пришельцев погиб тысячелетия назад в результате генетического вырождения. Будучи когда-то полноценной расой, они переступили черту в своих экспериментах, уничтожив способность к естественному воспроизводству. Теперь они существуют как клоны в подземных базах. Их технологический уровень поражает. Антигравитация, телепортация, контроль сознания – это лишь небольшая часть их возможностей. На Землю они прибыли не случайно. Наша планета представляет для них 3 ценных ресурса – генетический материал, эмоциональную энергию и стратегическое положение в галактике. Их программа включает несколько этапов. Первый – гибридизация, создание расы рабов, сочетающих покорность людей и интеллект серых. Для этого они десятилетиями похищают людей, проводя чудовищные эксперименты над беременными женщинами. Второй – технологическая инфильтрация. Через тайные договоры с правительствами они внедряют свои технологии, каждая из которых содержит скрытые функции контроля. Третий – подготовка к вторжению. Создание подземных баз, самая крупная под Дульси, Нью-Мексико, где выращиваются армии клонов и разрабатывается биологическое оружие. Но самое страшное – их отношение к людям. Для серых мы не более чем биоматериал. Они видят в нас то, что скотоводы видят в стаде – ресурс для использования. В их холодных, лишенных души существах нет злобы или ненависти. Лишь бесконечный, леденящий душу прагматизм палачей, выполняющих свою работу. Их корабли – черные треугольники без швов и стыков, уже патрулируют наши небеса. Их агенты – гибриды 3-го поколения, уже ходят среди нас. Их технологии уже проникли в наши дома. Вопрос лишь в том, успеем ли мы проснуться до того, как они нажмут последнюю кнопку в своей программе под названием «Земля». Официальная история контактов с серыми, согласно уфологическим источникам, началась с крушения НЛО в Розуэле, Нью-Мексико в 1947 году. По некоторым данным, на месте аварии были найдены не только обломки корабля, но и тела нескольких серых. Операция «Маджестик-12» – это созданная в 1947 году секретная группа ученых и военных, занимавшаяся изучением инопланетных технологий и контактами с пришельцами. Они занимались изучением тел серых пришельцев и их технологий. Обломки и биологические образцы были отправлены в зону 51 и другие засекреченные объекты. Согласно уфологам, включая бывшего сотрудника разведки Уильяма Купера и полковника Филиппа Корса, в 1954 году президент США Дуайт Эйзенхауэр провел тайную встречу с представителями серых на авиабазе Эдвардс
Калифорния. Условия соглашения были следующие. Технологический обмен предполагал, что серые передают США передовые технологии, антигравитацию, новые источники энергии, лазерное и психотронное оружие. Взамен получают право на ограниченные похищения людей для генетических экспериментов. Серые могут создавать подземные базы на Земле, например, исследовательские центры, такие как база Дульси, Нью-Мексико, где проводится гибридизация и биологические опыты. Договор подразумевал сокрытие правды от населения. Любые утечки информации об НЛО подавляются, свидетели устраняются или дискредитируются. Почему Эйзенхауэр пошел на сделку? Из-за холодной войны с Советским Союзом США боялись, что СССР первым получит доступ к инопланетным технологиям. И из-за ядерной угрозы пришельцы предупредили, что человечество движется к самоуничтожению. Согласно многочисленным свидетельствам похищенных, серые активно брали биологические образцы, кровь, ткани, ДНК, имплантировали микрочипы для слежки, создавали гибридов людей и пришельцев. Почему власти это допускали? По одной версии, правительство не могло противостоять технологически продвинутой расе. По другой, военные получали доступ к генетическим модификациям для создания сверхсолдат. В 1979 году один инсайдер заявил, что на подземной базе Дульси, Нью-Мексико, происходили жестокие эксперименты над людьми. Позже уфолог Джон Лир, сын создателя реактивного самолета, утверждал, что в конце 1980-х там произошел вооруженный конфликт между спецназом и пришельцами. Что же случилось в Дульси? Военные обнаружили, что серые нарушили договор, похищая больше людей, чем договаривались. В ходе перестрелки погибли десятки солдат и пришельцев. После этого сотрудничество стало более напряженным. В 1990-х внутри правительства США сформировались две фракции. Те, кто хотел разорвать соглашение из-за злоупотреблений серых, и те, кто выступал за дальнейшее сотрудничество ради технологий. В 2017-2023 годах Пентагон подтверждал существование программ, изучающих НЛО. В 1947-1950-х были рассекречены документы ФБР, которые упоминают летающие диски и существ нечеловеческого происхождения. Полковник Филипп Корса утверждал, что технологии типа оптоволокна и кевлара были скопированы с инопланетных артефактов. Боб Лазар заявлял, что работал в зоне 51 над двигателями НЛО. Доказательства, собранные за десятилетия исследований, свидетельствуют, серые пришельцы реальны. Слишком много совпадающих свидетельств от военных, ученых и похищенных, рассекреченных документов, чтобы списать все на вымысел. Серые десятилетиями действовали скрытно, заключая соглашения с властями без ведома общества. Это вызывает законный гнев. Никакая сверхразвитая раса не имеет права тайно экспериментировать над людьми. Но важно избегать истерии. Их технологии настолько превосходят наши, что открытый конфликт будет самоубийством. Если элиты десятилетиями лгали о контактах, граждане вправе на полное раскрытие информации. Попытки отдельных стран скрывать технологии, как зона 51, должны прекратиться. Только открытые международные исследования НЛО артефактов
дадут шанс на технологический паритет. Признание существования серых не конец, а начало самой сложной главы в истории человечества. Люди не одни во Вселенной, и наша задача не стать ни рабами, ни разрушителями, а достойными участниками галактического сообщества. Так давайте же встретим будущее не со страхом, а с мудростью, единством и отвагой. Ведь если Вселенная послала нам этот вызов, значит, мы достойны на него ответить. На этом я завершу рассказ про серых пришельцев. И если вам интересно узнать о других членах темной коалиции, то пишите об этом в комментариях. И на этом я с вами прощаюсь, но только до следующих встреч.